Здравствуйте! Схема реверсивного пуска двигателя является основой электрической автоматики. Она применяется для управления направлением вращения трехфазного электродвигателя, например, в подъемных кранах и различных станках. Реверсивный пуск двигателя позволяет удобно и просто включать двигатель как в одном направлении вращения, так и в другом. Реверсивный пуск двигателя начнем с силовой части. При подаче напряжения трех фаз на двигатель он начинает вращение по часовой стрелке. Если подключить двигатель, поменяв любые две фазы местами, то вращение двигателя будет происходить в обратном направлении, то есть произойдет реверс. Для запуска двигателя в одном направлении достаточно одного пускателя, а для обеспечения возможности включения двигателя и в одном, и в другом направлениях понадобится два пускателя. Причем второй пускатель должен подавать фазы на двигатель в другом порядке, отличном от первого. Включили один пускатель. Вращение в одну сторону. Отключим его и включим второй пускатель, реверсивный пускатель. Вращение в другую сторону. Так работают силовые контакты пускателей. Для управления работой этих пускателей составим схему управления. Назовем пускатели КМ1 и КМ2. Для пуска первого пускателя составим схему с самоподхватом и кнопками «Пуск» и «Стоп». Такую же схему сделаем и для второго пускателя. Включим автомат защиты цепей управления SF1. Рассмотрим работу схемы. Нажмем «Пуск 1» первого пускателя. Получив питание, его катушка замкнет свой нормально открытый контакт для самоподхвата. Пускатель будет включен и после отпускания кнопки. Подробно работу схемы самоподхвата смотрите в видео по ссылке в описании. Своими силовыми контактами первый пускатель включит двигатель. Нажав кнопку «Стоп», катушка первого пускателя отпустится, и силовые контакты отключат двигатель. Нажав кнопку «Пуск 2» второго пускателя, он подхватится и подаст своими силовыми контактами питание на двигатель. Вращаться двигатель будет в обратном направлении. Кнопкой «Стоп» его можно остановить. Казалось бы, что реверсивный пуск двигателя работает, но если во время работы второго пускателя запустить первый, то он тоже сработает и своими силовыми контактами подаст фазы в обратном порядке на контакты двигателя. Произойдет короткое замыкание между фазами А и С. Конечно, должен сработать автомат QF1, но схема реверса на двух пускателях в принципе не должна допускать одновременный пуск двух пускателей. Поэтому, чтобы скорректировать схему, введем в цепь самоподхвата пускателя КМ1 нормально замкнутый контакт пускателя КМ2, который при работе второго пускателя будет открыт и не позволит включить первый пускатель. В цепь самоподхвата пускателя КМ2 введем такой же нормально замкнутый контакт пускателя КМ1, который заблокирует пуск пускателя КМ2 во время работы КМ1. Такие контакты называются блок-контактами. Они блокируют одновременное включение двух пускателей. На некоторых пускателях существует и механическая блокировка одновременного пуска. Проверим теперь, как работает наша схема реверсивного пуска двигателя. Нажмем «Пуск 1». Пускатель КМ1 включится. Двигатель работает. Блок-контакт пускателя КМ1 в цепи катушки КМ2 открыт и не позволит включиться пускателю КМ2. То же самое будет, если работает КМ2. Он не позволит включить КМ1. Теперь реверсивный пуск двигателя будет работать корректно. В этой схеме катушки обоих пускателей рассчитаны на 220 вольт.
Если реверсивный пускатель на 380 вольт, то схема реверса на двух пускателях будет выглядеть так. Теперь к катушкам будет прикладываться линейное напряжение 380 вольт. Как видно, схема реверсивного пуска двигателя для пускателей с катушкой на 220 вольт и катушкой на 380 вольт отличается очень мало. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.